Баджарацари по вечерам всегда собирается вместе, чтобы обсудить прошедший день. Но первой всегда слушают рассказы Юники. В ее семье ей все поклоняются, хотя Юника далеко не королевских кровей. Она богиня, а живет она в таких условиях, потому что она бывшая богиня. Добро пожаловать в Катманду. Это «Жизнь других». Люди приезжают в Катманду для того, чтобы духовно обогатиться, увидеть всю эту экзотику. Ну и в конце концов, именно отсюда начинается путь к восхождению на Эверест. Но как живут местные жители, которые здесь родились, я абсолютно не знаю. Поэтому сегодня мы с вами все это и посмотрим. Если бы я родилась в Катманду, то могла бы быть дочерью Манджугири, молодой швеи из многодетной семьи. После школы помогала бы маме в ее мастерской и мечтала бы стать поваром в известном ресторане. Или в семье Рамеша из Сабиты. С малых лет рисовала бы стрелки на глазах и хотела бы стать богиней Кумари, как моя старшая сестра. Но в какой бы семье я ни родилась, то, скорее всего, появилась бы на свет в этих стенах. Это единственный государственный роддом на все Катманду. Около 100 детей каждый день появляются тут на свет. Пожалуй, единственный плюс в том, что тут все бесплатно. Ежедневно тут выстраиваются очереди из женщин, которые со дня на день должны стать мамами. Врач сказал, что я сегодня должна родить, поэтому я приехала сюда и уже 5 часов стою в очереди на улице и жду, когда освободится место в палате. Надеюсь, успею попасть внутрь и не рожу прямо здесь у входа. После приема у врача часть женщин отправляется в общую палату и ждет начала схваток. Вот это вот общая палата, где женщины, как предродовая, так будем говорить, они приходят вот тут на матрасиках, лежат и ждут своего часа. Господи, одеялко принесет из дома, подушечку, ну, кто что может, понимаешь? И вот если начинаются схватки, то вот прямо доктор приходит, смотрит и забирает тебя в палату рожать. Но это еще комфортные условия, ведь когда начинаются схватки, женщины переводят в другую палату, где одновременно находится минимум 50 человек. И только когда ребенок начинает появляться на свет, женщина попадает в более уютное помещение, где параллельно рожает всего 12 женщин. До недавнего времени многие женщины экономили на роддомах и рожали дома сами. И, к сожалению, это не всегда заканчивалось благополучно. Теперь государство само покрывает все расходы по рождению ребенка. Поэтому в палатах такой аншлаг. Как вы могли увидеть, бахилы, маски и прочая защита не пользуются в Непале особой популярностью. Женщины проводят в роддоме не больше суток, если роды были естественными, и максимум 2 суток, если было кесарево. Конечно, тут сложно находиться долго, ведь с учетом родственников тут собирается порой по 100 человек. Но через несколько дней после рождения ребенка все обязательно отправляются к астрологу за астрологической картой. У всех жителей Катманду есть специальный гороскоп, в котором указывают главные события твоей жизни. Когда женишься, когда появятся дети, даже профессия указана. Все свято верят в эти предсказания. И в плане астрологии Непал давно уже в 21 веке. Астролог у себя дома с помощью программы на компьютере делает прогноз, а потом в офисе все красиво вписывает на лист бумаги и расшифровывает заказчику.
Нет фиксированной стоимости моих услуг, но меньше 1000 рупий обычно не платят. В месяц зарабатываю около 50 тысяч, 10 из которых отдаю за аренду офиса. Но гороскопом все не ограничивается. Жители Катманду обращаются к астрологу по любому поводу. Стоит ли им покупать квартиру? Ждет ли их удача в новой должности? Будут ли они счастливы в браке? В общем, астролог просвещает непальцев по каждому их вопросу. Поэтому остаться без работы ему точно не грозит. Время летит очень быстро, и с 1,5 лет многих детей отдают в детский сад. Бесплатным государственным садам мамы предпочитают частные платные садики. Всего за 5000 рупий в месяц в частных садах детей не только качественно подготовят к школе, но и окружат теплом и заботой, как дома. Ну что ж, надо посмотреть на эту домашнюю атмосферу. Так, ну что, Бират, рассказывай мне, что у тебя тут в садике есть. Ты, в принципе, мог бы быть моим сыном. У тебя очки, ты видишь, какие, как у меня. Ты любишь очки, молодец. А чего у вас так темно? Может, так надо очки снять, слышишь? Не толкай, друг. Снимай очки, из-за этого темно. О, видал как? Не, все равно темно. А что темно у вас? А темно, потому что в Катманду время от времени на несколько часов отключают свет. Но к этому уже все давно привыкли. Так, ну идем, покажешь мне, что у тебя в садике есть еще. Давай, идем. Покажи мне, где ты играешь. Давай, ты же главный, смотри, в бабочке, в очках. Вот это я понимаю, ребенок. В саду всего несколько групп. Одни поют песни на улице, другие учатся, а третьи празднуют день рождения. Тут не только девочки, но и мальчики ходят с проколотыми ушами, а также носят браслеты на ногах. Говорят, что это отпугивает злых духов и защищает малышей от сглаза. Но что меня удивило больше всего, так это маленькие девочки с накрашенными глазами. Интересно, не рановато ли им пользоваться косметикой? Слушай, а ты прямо накрашена? Ты прямо как я. Вот я на работу хожу, крашусь, и ты в садик, у вас все дети ходят с накрашенными глазами? Да, для нас это в порядке вещей. Слушай, ну ты прямо красавица какая-то сильная. Это мама ее накрасила. Это мама красит тебя, да? А я скажу тебе, мне мама вообще не разрешала краситься. То есть это у вас карандаш, такое зеркало, да? А покажи, как это делать. Можете показать, как это делают? Сначала красим один глазик, потом другой. Готово. С ума сойти, посмотри, боже мой. Так, а зачем вы их красите? Вот, ну, серьезно, мне мама не разрешала вообще краситься до 40 лет. Ну, чтобы быть красивыми, разве ей не идет? Теперь-то мы знаем, что такое красота по-непальски. Но у маленьких девочек одни стандарты красоты, а у девушек и женщин другие. Оказывается, они красят ногти только на одной руке. Понимаете, правой рукой я ем, и если бы на ней был маникюр, то вся еда была бы под ногтями. Не очень-то и удобно. Уверяю, такой маникюр у всех женщин в Катманду. Но когда приходит время идти в школу, то про макияж девочки могут забыть. Он под запретом. Пригодится только школьная форма и огромное желание учиться. Если бы я родилась в Катманду, то пошла бы в школу с 6 лет. А моим учителем мог бы быть выпускник, который только что закончил 12 класс этой же школы. Удивляться не стоит. В государственную школу в Катманду могут принять на работу и без высшего образования. Достаточно просто закончить школу. Учитывая, что начальная зарплата не будет превышать 8000 рупий, немногие после окончания вуза хотят работать в школе. Вот и приходится идти на компромисс. Государственные школы бесплатные и доступны абсолютно для всех. Но есть и свои минусы. Я мечтаю, чтобы в наших школах было достаточное количество книг. Иногда выдают один учебник на класс, и мы пользуемся им по очереди. Но несмотря на это, в школе есть компьютерный класс, в котором проводят уроки информатики, и многие ученики любят именно его. У меня и у многих моих одноклассников дома нет компьютера, поэтому урок информатики — единственная возможность научиться работать на нем. Немногие в Непале стремятся получить высшее образование. Половина выпускников и вовсе уезжает за границу за более качественным образованием.
В Непале существует множество культурных центров различных стран, которые помогают получить стипендию. К нам часто обращаются очень умные и талантливые дети, родители которых не могут заплатить за образование. Недавно мы помогли парню поступить в медицинский университет, чтобы он стал гинекологом. В селе, откуда он родом, нет таких специалистов. Для него было важно выучиться и вернуться домой, чтобы помогать своим землякам. Мы рады менять жизнь других к лучшему. Риш работает в культурном центре. Таких центров в Катманду несколько десятков. И на базе каждого отбирают лучших студентов, которые будут учиться в той или иной стране. Так, ну что? Класс, поставьте сюда чемодан, пожалуйста, да. Вот, видишь, опять забыл чемодан. Ну что за люди, а? Ну и что, Рахит? Подожди, иди сюда, вот скажи, пожалуйста, что вот это такое? Ну, это лебеди из полотенец. Я понимаю, что это два лебедя целуются, ну и что, а хвост-то где? Понимаете, я немного торопился, переволновался и забыл про хвост, если честно. Я все понимаю, ты на третьем курсе, понимаешь, ты уже практически выпускник, а хвост забыл, а? Ах ты, понимаешь, опять двойка, вот что, опять на пересдачу идем, что ж делать? Дорогие друзья, вы думаете, что я пришла в гостиницу в 5 звезд, и вот так вот работник гостиничного хозяйства не может найти слов, чтобы что-то мне объяснить. Но на самом деле мы в колледже туристического бизнеса. Вот, да? И это у нас студент 3-го курса, так сказать. И он практически только что, вот вы сами видели, не сдал экзамен. Давай еще раз, бери чемодан и идем. Давай, идем. Будем сейчас, пока ты не сдашь. Чемоданы, видишь, все забывают. Что за люди? Так как они потом работают. Выходим, поехали. Рахит учится на 3-м курсе местного частного университета. В год за свое обучение он платит 600 тысяч рупий. И в будущем он мечтает стать управляющим большого отеля. Когда я родился, астролог предсказал, что я буду работать с большим количеством людей из разных стран. Вот я и выбрал специальность гостиничный менеджмент. От судьбы не уйдешь. Хороший астролог попался Рахиту. Ведь гостиничный бизнес – один из самых прибыльных в Непале. После выпуска часть студентов планирует уехать на работу в другие страны, ведь там платят больше. Но многие все же останутся дома и будут трудиться, например, в одном из лучших отелей, который принадлежит Киму и его партнерам. Новый отель Акама идеально подходит для туризма и бизнеса. Великолепные номера любого уровня, конференц-зал, переговорный, банкетный зал с 2 отличными ресторанами, а также бассейн и большая бесплатная парковка. Все это и многое другое к услугам гостей. Новый уровень гостиничного сервиса в Катманду. Ким – известный непальский бизнесмен. Пока строится его частный дом, он вместе со своей семьей живет на съемной квартире. Аренда 150 квадратных метров обходится в 114 тысяч рупий с учетом коммунальных услуг. Покупка же такого жилья обошлась бы в 28,5 миллионов рупий. Чтобы узнать, как живется семье местного бизнесмена, я решила заглянуть к Киму в гости. Мне вот интересно, сложно в Катманду открыть свой бизнес? Где бы вы ни жили, везде сложно строить бизнес. Сталкиваешься с огромным количеством подводных камней. Бесконечная бюрократия, налоги, столько всего. Хорошо, бюрократия, а коррупция? Вы с коррупцией встречаетесь? А где ее нет? Но я надеюсь, что в скором будущем у нас в стране ее вовсе не будет. Ведь не зря мы отправляем своих детей учиться за границу. Пусть набираются знаний, возвращаются на родину и меняют страну к лучшему. А скажите, дорого стоит высшее образование? Конечно, дорого. Моя старшая дочь и вот племянник, который сидит рядом со мной, учатся в Европе. За год на каждого уходит по 4,5 миллиона рупий. Но это хорошая инвестиция. У нас свой бизнес, и они будут его продолжать. За ними будущее. А если они не захотят, получается, что вот слово «родители», оно такое главное, важное? К родителям принято прислушиваться. Мы имеем безусловный авторитет. Слово «родители» – закон. То есть, а и вы маму тоже слушаете? Конечно. А если жена скажет одно, а мама скажет другое, вы кого послушаете? Прислушаюсь к маме. Вы не будете устраивать скандал, что почему это ты не делаешь то, что я хочу?
Я отношусь к этому с пониманием. У нас такая культура. Слово родителя — это закон. А вы женились по любви или по договоренности родителей? По договоренности. То есть родители нашли, вас и сказали, что дети, вот вы женитесь. Не совсем так. Родители подыскали мне невесту и дали нам 10 минут пообщаться наедине. Я сразу задал главные вопросы. Хочет ли она замуж, нравлюсь ли я ей и нет ли у нее кого-то, кого она любит. Она была свободна, хотела семью, и я ей понравился. Мы решили, что свадьбе быть. Правда, что женщины, им сложно устроиться на работу, и они нигде не работают, и в лучшем случае она вот сидит дома и слушается мужа. Непальские женщины действительно чаще всего посвящают себя семье. Я, например, каждые 6 лет рожала, поэтому было не до работы. Надо было воспитывать детей. Но вот Манджу, например, вопреки всем стереотипам нашла свое призвание и делает непальских женщин счастливыми. Пошив одежды на заказ во всем мире стоит очень дорого. Но непальским женщинам повезло гораздо больше, потому что их гардероб практически полностью состоит из платьев, сшитых по индивидуальному заказу. О, красота! Идем посмотрим! От заказов у Манджу просто нет отбоя. За месяц она успевает пошить 80, а то и 120 платьев. Платья вечерние, платья повседневные. На все руки мастер. Как долго ты уже шьешь? Уже 10 лет. А ты училась где-то? Я закончила 5 классов школы и потом пошла на курсы, где научилась шить. Ты со скольки до скольки работаешь? Работаю я с 7 утра до 8 вечера. А когда ты семьей занимаешься, кто кушать готовит дома, убирает, стирает дома? У меня пока нет ни мужа, ни детей. Ну, так слушай, ну а когда же жить? Когда же ты тогда себе найдешь мужа, если ты целыми днями сидишь за машинкой и строчишь? Ну, я по субботам обычно выходная. А сколько стоит у вас платье? 2200, 2500. Это уже с тканью, уже полностью готовое платье, да? То есть она приходит, выбирает ткань, выбирает фасон, да, я так понимаю. Я так понимаю, что вот это журнал мод туда вот у вас вот лежит. Она приходит и говорит, хочу такое платье, да? И ты говоришь, стоит $20, да? Да, все именно так и происходит. А, слушай, а ты мне можешь подсказать, какое, например, платье вот красиво бы смотрелось на мне? Ну, ты вот как вот уже как профессионал вот можешь посоветовать для моей утонченной фигуры, не побоюсь этого слова. Ну вот это платье неплохо бы смотрелось. Вот такой цвет, да? А в этом ты вообще была бы королевой. То есть такой ты видишь меня в таком хмуром цвете, да? А вот такой бы цвет бы мне подошел? Да тебе любое подошло бы То отсюда. есть мне бы все подошло туда, по-твоему? Ну что, дорогие друзья, скоро тогда я думаю, что увидите меня в новом платье от модного стилиста, не побоюсь этого слова. Не это, вот это вот. Не, вот это. Да, вот это, хоть оно чуть-чуть... Господи. И тогда вот уже не говорите, по что ты, Жанна, одета? Вот так вот модные стилисты Непала предлагают такую одежду мне. И тогда никто не скажет, что я беременная. С каждого платья Манджу получает лишь 300-400 рупий. Остальные деньги уходят на ткань. Но, несмотря на это, в месяц меньше 30 тысяч она не получает. А это считается хорошей зарплатой в столице. Ведь врачи, например, зарабатывают около 17 тысяч рупий, юристы – 19 тысяч, а воспитательница в детском саду всего 11 400 рупий. Недалеко ушла и зарплата водителя местного автобуса. В таком вот транспорте ежедневно сотни пассажиров передвигаются по городу. Вот так вот каждый день люди ездят на работу. Вот в такой вот духоте, тесноте. Проезд стоит 15 рупий. Можете взять, пожалуйста? Скузи. Не слышит, короче говоря. О, возьмите. Возьмите еще. Хочу сказать, что на самом деле мне не очень нравится, поэтому если есть возможность пересесть в такси, то лучше это сделать. С ветерочком, так сказать, дверей нет. Окна есть, но все открыты, поэтому красота. Это я так сказала.
хочу отметить одну вещь, что тут на дорогах такой загрязненный воздух, такая пыль, а вот эти маршрутки, они электрические, поэтому они, в принципе, даже вот именно таким образом борются за чистоту окружающей среды. Это же прекрасно. А то, что неудобно, как бы, ну, не все сразу, знаешь. Или давайте загрязняем, и удобно, или не загрязняем, но чуть-чуть, так, не очень удобно. Чтобы остановиться, нужно сделать вот так. И все, и она, видишь, остановилась. Ой, идем такси, не могу больше. Ай, еще и головой ударилась, господи, такси! Такси! Нет, надо куда-то идти, мама. Но пересев в такси, я особой разницы не почувствовала. Разве что сиденье помягче. Ну, в принципе, и все. Слушайте, как вы тут ездите? Скажите, это же на дорогах просто какой-то, ну, хаос сумасшедший. Как вы тут ориентируетесь? У вас вообще есть правила дорожного движения? Конечно же, есть правила. И какие у вас правила? То есть вы едете по встречной, на сумасшедшей скорости, обгоняете всех, я не знаю, останавливаетесь посреди дорог. Какие у вас правила есть? Правила есть, но не всегда получается их соблюдать. Где-то люди выбегают на дорогу, и надо их объехать, где-то из-за ям приходится выезжать навстречку. Вы когда-нибудь врезались или сбивали кого-нибудь? Ох, было дело и не раз, но, к счастью, все живы-здоровы. Да, конечно, да. Слушай, тут же невозможно кого-то не сбить. И люди переходят хаотично, и едут эти мотоциклисты. Это же просто невозможно. Как вы тут живете? А местные жители часто пользуются услугами такси? Чаще нашими услугами пользуются туристы. Но у меня есть десяток местных клиентов, у которых есть мой мобильный. Они обычно мне звонят, и я приезжаю, куда они просят. А скажи мне, а цена для местных жителей, для туристов одинаковая или разная? Раньше я брал с туристов больше, а потом совесть меня замучила, и я перестал так делать. А я знаю, что таксисты берут другую цену с туристов, чем с местных. В день подам зарабатывает до 3500 рупий. И работая 7 дней в неделю, ему этих денег хватает, чтобы обеспечить семью и поддерживать машину в рабочем состоянии. Ему повезло, что это его собственная машина, иначе большая часть заработка уходила бы собственнику. Чтобы купить автомобиль, подам 9 лет работал таксистом в Малайзии. Машина в Непале стоит сумасшедших денег. С учетом налога более чем в 200% немногие себе могут позволить личный транспорт. Поэтому надо либо ехать за границу и зарабатывать там деньги, либо брать в кредит. Эту машину я купил за $9000. 9 тысяч долларов! Вот это вот! Я даже не знаю, как это назвать. Ну ты уже отбил, скажи, стоимость этой машины или нет? Надеюсь, верну через несколько лет. Твоя машина, конечно, очень, извини меня, ну прям, ну еле дышит. Как она у тебя выдержит еще 2 года? Она у тебя развалится, и все. Или ты много вкладываешь в эту машину? Я ее постоянно ремонтирую. Каждые 2 дня на СТО езжу. За раз может спокойно 5000 уйти на ее ремонт. Скажи мне, я знаю, что здесь еще существует такая вещь, что таксисты сдают свою машину еще в аренду для того, чтобы заработать дополнительные деньги. То есть ты отработал целый день и вечером на ночь там сдаешь свою машину. Ты и делаешь это? Да, это чистая правда. А сколько это стоит? Иногда сдаю машину в ночную смену и беру за это 1000 рупий. Но главное, что если я захочу ее продать, она все еще будет стоить $9000. Так что в убытке я точно не останусь. О, так нормальные деньги. Ты пока спишь, да? То есть твоя машина тебе зарабатывает. Вот так интересно. Купил за 9000 и продал за 9000, хотя автомобиль уже давно, мягко говоря, не товарного вида. Неплохо. Хотя почему бы и нет? Быть водителем в Катманду задача не из легких. На американских горках я чувствовала себя гораздо комфортнее. На дорогах столицы всего несколько светофоров, но и те не работают. Поэтому повсюду стоят регулировщики. Работа тяжелая, как вы понимаете. Поэтому за вредность им полагается надбавка к зарплате. К своим 30 000 им еще прибавляют 8. 1400 регулировщиков работают на улицах Катманду. Они следят за порядком и решают все вопросы, возникшие на их участке. Вызывают патрульных в случае аварии и выписывают штрафы в случае нарушений.
Оказывается, за превышение скорости должны платить 500 рупий, а за пересечение двойной сплошной от 500 до 1500. Судя по тому, что происходит на дорогах, бюджет страны должен был не раз обогатиться, но может тут решать вопрос альтернативными способами. Мне не раз предлагали взятку, но, во-первых, это уголовно наказуемо, а во-вторых, я не хочу потерять свою работу. Поэтому с такими смельчаками разговор у меня короткий. Яшода из малообеспеченной семьи, а благодаря бесплатному обучению в полицейской академии она смогла получить диплом и уважаемую профессию. Учеба в академии далеко не сахар. Ранние подъемы, бесконечные занятия и строгая дисциплина. Дорогие мои друзья, не переживайте. Это не конец программы и совсем не то, что вы подумали. Это обыкновенная казарма полицейской академии. И это их кровати. Так они их застилают, когда уходят на службу. То есть они их застилают, видите, одеяльце, картоночка, чтобы, тверденько было, понимаете? Тут еще какое-то покрывальце. И сверху их фотография с именем. Господи, чтобы они были живы-здоровы. Вот так вот, ребята, вот такие казармы есть. Я лично в шоке. С утра и до самого вечера всех будущих полицейских готовят к любым опасностям. Чему они научились? Сейчас мы проверим. Если вы приехали в Непал духовно просветиться, а на вас вдруг напали бандиты, я вам сейчас покажу несколько приемчиков, как их обезвредить. Так, давай. Подожди, я очки не сняла. Стоп, на, подержи. О, давай. Все. Нет, давай вот это, руку ты мне хватаешь. Вот это. Вот он вас схватил, и вы так, пусти меня. И так ничего не получится. Надо, знаете, что делать? Так надо ручку повернуть, так, и бежать быстро. Фу, это первый прием. Второй прием, если вы идете такие, ля-ля-ля, по Непалу, духовно просвещаетесь, и на вас нападает с кинжалом человек. Вы вот так делаете так, вот защищаетесь. Вот так вот берете, эту руку куда-то делаете. Так. Вот так. Вот так вот делай. Вот так себя берете, вот так вот, и его так, хряк, и все, и он обезврежен. Фу. И потом ему говорите, нехороший человек, редиска, и все, вы знаете, весь текст. Но если вдруг вам не удалось его обезвредить физически, то просто культурно попросите человека, чтобы он ушел и вас больше не трогал. Вставай, мальчик, а то ты сейчас запачкаешься, давай. Все, давай. Все. Короче говоря, теперь вы в безопасности. Я устала, идем кофе выпьем. Я клянусь, не могу больше, нет сил. Быть полицейским в Катманду престижно. Стабильная работа, зарплата от 25 тысяч рупий и гарантированная пенсия в будущем. Поэтому конкурс в полицейскую академию сумасшедший. К тому же Катманду считается безопасным городом. Самой большой проблемой является коррупция. И если верить местным, она тут на каждом шагу. Людям не хватает их зарплат, поэтому они никогда не откажутся от взятки. От обычного патрульного до чиновника. Все хотят денег. Это усложняет нашу жизнь, и мы от этого очень страдаем. Катманду как магнит притягивает туристов, желающих постичь свой дзен. Неудивительно, ведь сами непальцы достаточно религиозны. У них есть даже своя живая богиня, которой поклоняются. И этой богине всего 5 лет. Вот это действующая принцесса Кумари. Она очень серьезная девушка. И вот она живет здесь, в замке, со своей семьей. Ее отбирали по очень серьезному конкурсу. И вот так она целый день сидит. Но в нее вселился настоящий дух богини. Так считается. И теперь она сидит и благословляет. И так она будет сидеть до тех пор, пока не станет девушкой. Вот так вот и жизнь ее проходит. Сидит
и благословляет всех, кто к ней приходит. Все, намасте. Богиней Кумари могут стать девочки определенной касты. Из десятков претенденток выбирают одну единственную. Обычные девочки из бедных семей в один момент могут стать богинями. Им будут поклоняться, их будут носить на руках, они будут купаться в любви всего народа и жить беззаботно, но ровно до тех пор, пока не достигнут половой зрелости. После чего они должны будут собрать вещи и навсегда покинуть дворец и вернуться к обычной жизни. Итак, это дом, где живет экс-богиня. Идемте же посмотрим. Как это? Ага. Вот это одна из комнат, где живет семья. Я так понимаю, тут сразу и комната, где люди спят. Очевидно, взрослый и ребенок. И сразу тут и кухня. Тут они и готовят, и баллон тут стоит, и кастрюли, и моют они тут все. Продукты для богини хранятся вот в этом холодильнике. Ну, для экс-богини. Ну, честно говоря, так жутковатенько. Идем посмотрим, где принимает экс-богиня душ. А, вот и он, кстати. Недалеко нужно было идти. Вот, в принципе... Душ, зеркало есть, вода есть. Все ж понятно, правильно? Так, тут у нас что? А, это туалет. Ну, тут. Вот. Это туалет. Ну, тут как бы тоже никаких сюрпризов. Все богини и экс-богини ходят в одни и те же туалеты. Так, что же еще у нас есть такие интересные апартаменты, я вам хочу сказать. Идите сюда. Дальше личная комната экс-богини, которая завешена ее фотографиями и заставлена ее вещами. Думаю, пришло время собраться со всей семьей и немного пообщаться. Сколько было ей лет, когда ее выбрали? 6 лет ей было. Как получилось, что вы поняли, что идет отбор на богиню Кумари, и прочитали где-то, или кто-то вам сказал, и сказали: ой, и моя дочка идет тоже на этот кастинг. Как вот это происходило? Представители нашей касты ходили по домам и говорили, что проходит отбор новой Кумари. Сколько участвовало девочек в этом конкурсе? Всего 3. А по каким критериям выбирали богиню? Вот что должно было быть в ней, что вот выбрали именно вашу девочку? Ребенок должен соответствовать 32 критериям. В общем, должен быть идеален по всем параметрам. А это правда, что для того, чтобы стать богиней Кумари, ты должна была находиться в какой-то темной комнате? Да. А что там происходило в этой комнате? Там кто-то еще был, кроме тебя? Там кто-то танцевал, кричал. Что там происходило? Какие-то звуки были? Или была тишина и просто темнота? Я отвечу за дочь. По ее рассказам, в полной тишине и темноте сидели она и еще 2 претендентки и люди, которые проводят отбор. Кто из девочек просидит там дольше, тот и станет Кумари. Пока действующая богиня выполняет свои полномочия, она не имеет права покидать дворец. Она не ходит в школу. Учителя сами приходят к ней. За нее все делают родители. Даже носят ее на руках, чтобы ее ноги не касались земли. Тебя тоже выносили на руках, когда ты должна была садиться в кресло и благословлять людей? Да. А сейчас ты ходишь? Уже да. Да. А тебе нравится ходить или нравилось больше, когда тебя носили? Когда носят на руках. Ой, как я тебя понимаю. Я люблю, когда меня носят. Но меня что-то никто не хочет носить. Хочу вам сказать, я явно не богиня никакая. А скажи мне, вот ты же вот ее старшая сестра. Когда ее выбирали богини, ведь могли же и тебя тоже выбирать. Тебе не было обидно, что тебя не выбрали? Может быть, ты тоже бы могла быть богиней? Меня об этом часто спрашивают, но я действительно никогда не хотела быть Кумари. И Ника, например, с 3 лет говорила о том, что она станет богиней, и даже подводила сама себе глаза. А я очень рада, что сбылась ее мечта. А мне вот интересно, а почему ты сидишь на кровати, а мы все на полу? То есть нельзя никому садиться на кровать? Скажи, что у нас такие традиции. Просто у нас такие традиции. Скажи, что мы сами так хотим. Подожди, а ты ей говоришь, что говорить? Я не поняла, почему? Ты сама не можешь ответить? Тебе сестра говорит?
Понимаете, для нас она навсегда останется богиней, поэтому мы все общаемся с ней уважительно, готовим для нее отдельную еду, у нее даже посуда отдельная. Она всегда для нас номер один, и нас это устраивает. Она так никогда не придет в нормальную жизнь, в человеческую, если будет все время сидеть как принцесса. Пусть садится на пол с нами. Это удобно, кстати. Вам вот не кажется, вот, как родителям, что это очень такой спорный момент и сложный вообще в воспитании человека, в том, что также можно и жизнь сломать, если человек привык, что ее носят на руках, готовят отдельно, обращается с ней как с богиней, а сейчас она вернулась в реальную жизнь и, это же так сложно, понимаешь, она даже на пол не может сесть со всеми и питается отдельно. Вот вам, как родителям, не обидно, не страшно за то, что у вашего ребенка может так и психика нарушиться? Она была богиней, этого уже не вычеркнуть. Но я понимаю, о чем вы говорите. Мы стараемся ее приучать к обществу. Водим в кино, на прогулки в парк, записали ее на различные кружки в школе. Когда Юника стала богиней Кумари, вся семья посвятила ей свою жизнь. Отец бросил свой бизнес и вместе с остальной семьей переехал во дворец к дочери. Жить всей семьей приходилось на выплаты от государства в размере 10 тысяч рупий. Но звание дочери было превыше всего. Оглядываясь назад, вы не жалеете о том, что отдали свою дочку в храм, и чтобы она была богиней? Нам было сложно, чего скрывать. Даже сейчас мы до сих пор не можем вернуться к нормальной жизни. И я и жена ищем до сих пор работу, ютимся всей семьей в небольшой двушке. Но знаете, оно того стоило. Быть отцом богини Кумари – это очень почетно. Путь от богини к обычной девочке дается Юнике непросто. Она понемногу учится делать все сама. Единственное, что ей напоминает о былой жизни – нарядное платье. Сейчас Юника – пенсионерка. Государство ей платит 5000 рупий в месяц и будет это делать до конца ее жизни. Но этого не хватает даже на аренду жилья. Квартира, в которой живет семья, стоит 10 тысяч в месяц, плюс коммунальные услуги около 2000. Но как же живут настоящие пенсионеры? Хватает ли им их пенсий и довольны ли они жизнью на старости? Узнаю у Ниры и Девентра. Какая пенсия у вас? Я получаю 30 тысяч рупий каждый месяц. Плюс даю в аренду родительский дом. Мне кажется, для Непала это прям хорошие деньги. Особенно если для пенсионеров, мне кажется, это просто прекрасно, потому что у людей зарплаты по $100. Все благодаря тому, что я работал в Министерстве обороны в свое время. Но таких счастливчиков, как я, от 8 до 10% среди всех пенсионеров. 8-10% работают на госслужбе людей, которые впоследствии будут получать хорошую пенсию. А как живут остальные? Некоторые организации сами накапливают пенсионный фонд и при наступлении 60 лет выплачивают их сотрудникам. Остальные же пенсионеры, скорее всего, продолжают работать до глубокой старости. Дети в Непале помогают своим родителям на пенсии? Или вы такие активные пенсионеры, что вы не нуждаетесь в помощи детей? Все очень индивидуально. Если родители больше зарабатывают, то они помогают детям. Если же у детей больше доход, то они помогают родителям. В нашей семье в финансовом смысле все независимы друг от друга. На пенсии Девентра посвящает все свое свободное время написанию книги и занятиям йогой. Занимается с утра до ночи, так сказать, просветляется. А жена его, несмотря на пенсионный возраст, по-прежнему выполняет роль домохозяйки, как и всю свою сознательную жизнь. А вы когда-нибудь хотели работать? Может быть, мечтали чем-то заниматься? Я всегда мечтала о карьере, о работе, но наши традиции и консервативные взгляды моих родителей не позволили мне самореализоваться. Поэтому я посвятила себя и свою жизнь семье, но я не жалею об этом. А мне интересно, в семье в Непале, я так понимаю, что мужчина главный, а женщина при нем. До какой степени женщине позволено высказывать свое мнение или качать права, как говорят у нас? То есть, или у вас как муж сказал,
Так женщина и обязана выполнять. Так может лишь показаться на первый взгляд. В непальских семьях у каждого свои обязанности. Я должен был прокормить семью. Жена смотрела за домом, родителями и нашими детьми. Это может даже сложнее, поэтому все равны. У Ниры и Девентра теперь есть домработница, которая помогает им по хозяйству. Но не все так живут, как они. Я всю жизнь работал, света белого не видел, а на старости никакой пенсии от государства. Приходится трудиться, как и раньше, а мне уже 80 лет. Ну, как бы ты ни жил, бедно или богато, исход у всех один. Смерть в Непале совсем не является концом, а наоборот, это начало новой жизни. И чтобы переродиться, тут нужно пройти определенный ритуал. Я нахожусь в крематории на территории известного на весь Непал храма Пашупатинатх. Тут весь процесс сожжения происходит на открытом воздухе. На деревянные доски кладут умершего и поджигают на глазах у всей родни. От увиденного становится немного не по себе, но поверьте, абсолютно все жители Катманду мечтают перейти в новую жизнь именно в этом месте. Вот только не каждый может себе это позволить. Кремация стоит 15 тысяч рупий. Многие копят на это всю жизнь. Но те, кто не может себе этого позволить, обращаются в электрический крематорий, который стоит всего 4500. В день смерти умершего привозят в крематорий и прощаются с ним навсегда. В Катманду не принято проводить вскрытие. Тут даже нет такого количества моргов. Все происходит очень оперативно. Ровно час длится религиозный ритуал, и в течение 3 часов тело внутри костра превращается в пепел. После того, как костер затухает, мы сбрасываем пепел в реку, а его течением относят в священную реку Ганг. В этот момент душа перерождается. Вот такие традиции в Непале. Но несмотря на достаточно необычный для нас процесс похорон, удивляют немного другие моменты. В реке, в которую сбрасывают пепел, плещутся маленькие дети, а влюбленные парочки и вовсе приходят сюда на свидание, будто в парк. Но, возможно, в этом и есть их просветленность, за которой толпами приезжают сюда со всего мира. В сумасшедшем ритме жизни мы порой просто забываем радоваться ей. Все наши проблемы могут показаться непальцам просто пустяком. Когда мы строим наши планы на будущее, непальцы мечтают о простых, понятных, земных вещах. Я мечтаю о стиральной машине, чтобы в школе было достаточно книг. Чтобы моя семья была здорова, я мечтаю о сытном ужине. Я бы хотела отправиться в путешествие. Дать своим детям качественное образование. Чтобы в Катманду приезжало больше туристов. Чтобы люди во всем мире обрели себя. Чтобы Непал процветал. Если порой вам кажется, что жизнь к вам несправедлива, стоит хоть раз взглянуть на жизнь других.